Потому что ты должен понимать, что половина людей на этой планете, 50% всех живущих на Земле людей женщины. Так что та женщина, которую ты считаешь такой особенной, та, которую ты действительно хочешь, она такая особенная, в ней нет ничего особенного, брат. В ней нет ничего особенного. Немедленно выбрось это дерьмо из головы. Потому что чем более особенной ты ее считаешь, тем больше ты облажаешься, когда будешь с ней разговаривать. В ней нет ничего особенного. Она срет по утрам, как и все остальные. Это гребаный человеческий организм, кого это волнует? Потому что вокруг девушки красивее нее. Может быть, у тебя и нет номеров их телефонов, но они существуют. Она должна пойти и забрать их. Так что не стоит слишком стараться. Теперь причина, по которой мне сходит с рук такая маленькая работа, заключается в том, что я назначил себе такую высокую цену. Я 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу и мультимиллионер. Так что даже любая женщина, какой бы красивой она ни была, знает, что я никогда не буду тем парнем, который постоянно ее избивает. Я не собираюсь быть тем парнем, которому она может позвонить, и я всегда отвечу. Я не собираюсь быть тем чуваком, который заставит ее губы работать. Она знает, что у меня творится всякое дерьмо. Вспомни, что я говорил тебе ранее о том, что у меня никогда не было проблем с женщинами, потому что я никогда не сосредотачивался на женщинах. Эти другие книги об играх, Брюс и все эти идиоты. Давай предположим, что это женщина. Достань женщину, достань женщину. Забудь об этой сучке. Забудь о ней. Забудь обо всех цыпочках. Побеспокойся о себе. Приведи себя в порядок. А когда у тебя все в порядке с собственным дерьмом, возьми себя в руки. Женщины – это дополнительный бонус. Гораздо проще сосредоточиться на себе и достичь высокого уровня, а затем начать получать женщин, чем забыть о себе. Тратить все свое время на игру, бегая по торговому центру, делая 1000 подходов, пытаясь подцепить настоящую гребаную шлюху, которая трахнет кого угодно и потрахается. К черту этот мусор. Вся игра, которую ты читал раньше, чушь собачья. Это абсолютная чушь собачья. И ты поймешь, почему это чушь собачья, в одном из предстоящих видеороликов о том, как удержать девочек-ястребов. Особенно ты поймешь, почему это чушь собачья. Но это чушь собачья, потому что если ты подойдешь к 1000 девушек, то получишь 5 телефонных номеров, и одна из них может тебя трахнуть. Да, я уверен, что это абсолютная правда. Но что с того? Ты собираешься потратить свою жизнь вместо того, чтобы стать богатым, вместо того, чтобы стать сильным, вместо того, чтобы стать умным. Ты просто будешь, бегать по торговому центру в преддверии игры в честь Дня девочек? Это чушь собачья, это мусор, это для детей. Все это дерьмо предназначено для детей. Я сосредоточился на себе, и именно так мне удалось добиться самых качественных результатов. А также не достичь, а удержать. И это еще одна вещь, которую мы собираемся сделать в отдельном видео, потому что удержание женщин – это совершенно другое дело, чем получение женщин. Итак, мы говорим о факторах, которые вы не можете контролировать в отношении женщин. Мы говорили о сроках закрытия некоторых магазинов. Мы говорили о том, как ты должен понравиться ей больше, чем другим парням. Иногда это бывает непросто. Позволь мне сказать тебе кое-что. Возможно, она разговаривает с настоящим Джи. Если она разговаривает со мной, тебе придется постараться понравиться ей еще больше. Это правда. У меня больше материальных ценностей, больше физических, финансовых и умственных. К тому же я знаю правила игры. Иногда ты оказываешься в меньшинстве. Вот как это бывает. Иногда тебя просто превосходят. Вот как это бывает. Это еще одна вещь, которую ты по-настоящему не можешь контролировать. Но то, что ты можешь контролировать в таких ситуациях, это то, что ты не заставляешь ее терять уважение к тебе и не убиваешь свой шанс на будущее. Ведя себя немного попрошайнически, выпрашивая внимание, ерунду. Храни при себе свою честь. Потому что если ты собираешься проиграть игру, есть два способа проиграть ее, с честью и без чести. Ты проиграешь. Как только ты почувствуешь, что проиграешь, сразу же начинай действовать. Как только ты обнаружишь эту девушку, я ее не получу, тогда ты можешь либо потерять ее, умоляя, надеясь на этот маленький крошечный шанс и теряя все свое уважение, либо просто думая, знаешь что, я попробую еще раз через 8 месяцев. Трахни эту сучку, я найду кого-нибудь другого. Так что мы все знаем, каково правильное решение. Не надо, блядь, так отчаянно нуждаться в девушке, что ты просто потеряешь всю свою честь и самоуважение. Потому что тогда ты никогда ее не получишь никогда. И это действительно тупое дерьмо. Поэтому я хочу, чтобы ты понял, когда мы начинаем говорить о женщинах, существует целая куча факторов, которые ты не можешь контролировать. Поэтому, когда дело доходит до сближения с горячими девушками, ты должен это понимать. Некоторые из них открыты для бизнеса, а некоторые закрыты для бизнеса. Что ты можешь сделать дальше? Помимо факторов, которые ты не можешь контролировать, какие факторы ты можешь контролировать? Язык тела один из них, очевидно, в одежде. Мы все это уже обсуждали. Но на самом деле, когда дело доходит до сближения с женщинами, игра в целом — это то, что мне не нравится. И мне не нравится сама идея этого, потому что это полная чушь собачья. Это действительно полная чушь собачья. Я не могу сидеть здесь и указывать тебе, как поступать. Даже если бы я велел тебе вести себя точно так же, как я, и говорить точно такие же вещи, как сказал бы я. Они сработают для меня, но не сработают для тебя, потому что мы личности. Мы с вами абсолютно индивидуальны. По той же самой причине, по которой ты учишься драться и постигаешь его основы. Но если бы я сказал, подражай моим движениям миллиметр за миллиметром, я не получу удара, а ты получишь удар, потому что у нас разные тела. Мы разные люди. Поэтому я не могу сидеть здесь и говорить, сделай это, сделай это, сделай это. Любой, кто пытается сказать тебе это, на самом деле пытается чрезмерно упростить чрезвычайно сложную ситуацию в попытке получить деньги. Ведь каждая женщина, к которой ты подойдешь, будет отличаться от других. Каждый отдельный сценарий, в котором ты окажешься, будет отличаться от других. Каждый ресторан, в котором ты будешь сидеть, будет отличаться от других. Ты отличаешься от меня. Настроение, в котором она будет находиться, будет другим. Погода будет чертовски другой. Может быть, идет дождь, а может быть, будет солнечно. Во всем есть своя маленькая роль. Так что для меня сидеть здесь и говорить,
Если ты сделаешь это, а затем сделаешь это, а затем сделаешь это, ты трахнешься. Это та чушь, которую люди придумывают, пытаясь усложнить ситуацию, кажется простым, чтобы получить деньги. Переспать с кем-нибудь – это совсем непросто. Единственное, что ты можешь сделать, если хочешь сохранить, особенно в будущем видео, сохранить и заполучить горячих женщин, это быть самим собой. Ты не можешь проецировать действия в течение какого-либо значительного периода времени. Это невозможно. Единственный способ, которым ты можешь быть кем угодно в течение значительного периода времени, это быть самим собой. Так что, возможно, ты хороший человек. Да, может быть и хорошо. Но ты должен быть абсолютно и безобразно самим собой. Теперь есть некоторые вещи, которые неоспоримо полезны, когда речь заходит о том, чтобы заполучить женщину. Ты можешь быть самим собой и быть уверенной версией самого себя, а не кроткой версией самого себя. Уверенность в себе всегда привлекательна, потому что мужчины созданы для того, чтобы руководить. Как мы уже говорили ранее, мужчины созданы для боя. Так что уверенность – это то, что тебе нужно. Все уже знают об этом дерьме. Уверенность не обязательно должна заключаться в том, чтобы сидеть сложа руки и хвастаться. Уверенность в себе – это мелочи. Когда ты заберешь девочку, куда мы направимся. Я знаю, куда мы направляемся, а не куда ты хочешь пойти. Она не хочет слышать это дерьмо. Она не хочет принимать решения. Женщины не хотят думать. Они хотят, чтобы их завели в кроличью нору развлечений. Они хотят, чтобы их развлекали. Они не хотят думать. Они не хотят сидеть сложа руки и думать об этом. Они скажут: да, мы едем сюда. Даже если ты доберешься туда и там будет полное дерьмо, потому что мне здесь не нравится, скажи: да, мне нравится. Держись за свое гребаное оружие. Так что уверенность, очевидно, важнее всего. Но ты и так это дерьмо знаешь. Просто будь уверен в том, кто ты и что ты говоришь. Это не значит, что ты должен быть мудаком. Ты должен быть мудаком. На самом деле многие люди путают эти два понятия. Многие люди говорят: девушкам нравятся мудаки. Нет, девушкам нравится уверенность в себе. Но в наши дни уверенность есть только у мудаков. Если ты тот редкий избранный парень, который не является мудаком и к тому же в высшей степени уверен в себе, то ты определенно собираешься трахнуться. Тебе вовсе не обязательно быть мудаком. Их привлекает в тебе уверенность, а не придурковатые качества. Ты просто обязан быть самим собой. Ты должен быть уверенной версией самого себя. Но мы уже говорили об этом на первом уроке. Верь, что ты можешь сделать все, что угодно. Мы сейчас пойдем на свидание с Меган Фокс. Ты что, напуган? Нет, потому что ты гребаный мужик, и ты трахнешь ее в ту же ночь после того, как отведешь в худший ресторан в городе. Потому что ты можешь сделать все, что угодно. Ты гребаный джи. Вот как я думаю. Я даже не расчесал волосы. Я даже не растушевал их. Я зажигаю в гребаной одежде и ношу ее 2 дня. Мне на это наплевать. Включи громкость. Начни нести чушь еще до того, как поймешь, голая она или нет. Но я знаю свои навыки. Я знаю, что я GG. Ты же знаешь, что ты GG. Тебе ни о чем беспокоиться. Ты можешь быть самим собой, и ты можешь быть совершенно другим человеком по сравнению со мной, личностно мудрым и при этом оставаться G. Ты можешь говорить совершенно разные вещи и при этом быть успешным. У тебя могут быть разные манеры поведения, разные техники или какая-то другая чушь, и ты все равно добьешься успеха, если правильно выполнишь первый урок.